В этом видео мы продолжаем вязать куколку. В первом видео мы связали ручки и ножки. Ссылочку на видео вы сейчас видите в углу. И на ручках мы обрезали ниточку, на одной ножке мы тоже обрезали ниточку, на последней связанной ножке мы ниточку не обрезаем. И в этом видео мы продолжаем ей вязать. Руки пока откладываем в сторону, они нам пока не нужны. Нам сейчас нужно провязать дополнительные петельки так, чтобы конец ряда у нас сдвинулся и оказался там, где нам надо. Вот с этой стороны, с внутренней части ноги. Если смотреть на ножку спереди, то вот с этого боку должен быть конец ряда. Если с этой стороны посмотреть, то середина боковой части где-то вот здесь. У меня примерно до этого места получается 3 дополнительные петли, 3 столбика без накида. Я их провязываю и затем провязываю 3 воздушных петельки для соединения ножек, чтобы это было расстояние между ножками. И теперь присоединяем вторую ножку. Нам нужно найти петлю. По схеме у меня третья петля от конца вязания, то есть вот это. Но эти расчеты сделаны для вязания тонкой ниткой и рисом. И, судя по всему, смещение при вязании рисом и крючком миллиметр немного другое. Здесь меня сместило вперед, и если я начну вязать в третью петлю, то у меня вот эта нога будет вот так вот косолапиться. Поэтому я буду исходить просто из того, куда мне надо присоединить нить, чтобы у меня ноги вот так вид сверху, да, я ставлю, соединялись в симметричных местах. Вот так примерно выходит. То есть присоединять я буду, наверное, в последнюю петлю вот эту. Вы смотрите, примерно прикидывайте тоже, где получится правильно присоединить. Присоединяю я, вводя крючок изнутри, потому что я вяжу изнанкой. Если вы лицевой вяжете, то снаружи. Итак, ввожу в нужную петлю и провязываю обычный столбик без накида. Здесь ниточку нужно натягивать, держать. И вот этот кончик тоже придерживать, чтобы затянулась петля. Сейчас вот я довяжу столбик без накида. Вот так. И буду подтягивать что рабочую петельку, что вот этот кончик тоже надо затянуть, что у меня никак не закреплен. И далее мне нужно вот этот кончик закрепить. Я его буду прокладывать, просто еще в 2-3 петельки провяжу вот так вот в сам столбик новый. Тем самым я этот кончик закрепляю. Вот он у меня, видите, он вставляется в новый столбик без накида и тем самым крепится. 2. Вот я провязала 2 петли, 2 столбика без накида, и теперь хочу проверить, правильно ли я соединила ножки. Для этого я так с 2 сторон беру и чуть-чуть натягиваю нить и смотрю. В принципе, ножки смотрят у меня в одну сторону, да. Если смотреть по нижней части, все правильно. Тогда я продолжаю вязать дальше и провязываю до конца по вот этой первой ноге правой. Закрепляю еще примерно 2 столбиками вот эту нить, кончик этот, потом просто его обрезаю, чтобы он не мешался. И далее провязываю вот так до конца, до конца, до конца. Всего получается 18 столбиков без накида. И оказавшись снова у цепочки, вот здесь у нас важный момент.
нужно связать вот в эту петельку, куда мы присоединяли цепочку к ноге. В эту же петельку нужно связать еще один столбик. То есть получается в петле, куда мы присоединяли цепочку, получается прибавка. Если эту петлю не провязать, этот столбик без накида, то может появиться отверстие, которое потом будет просвечивать. Дальше мы поворачиваемся и начинаем вязать по этой цепочке один столбик, не очень удобно на камеру вязать, но надо показать, как здесь соединять ноги правильно. Во второй столбик, и в третью петлю третий столбик. И мы пришли ко второй ноге, в то место, где мы остановились, да, где мы вязали дополнительные столбики. Здесь нужно проделать то же самое, только в начале связать вот эту прибавку в последнюю петлю, где у нас откуда начинается цепочка. В ту же петлю мы вяжем еще один столбик. Таким образом тоже снижаем шансы, что здесь будет какое-либо отверстие. При правильном вязании, при правильно подобранных инструментах и пряже отверстия не будет вообще. И провязываем точно так же по этой ноге 18 столбиков без накида. В следующем ряду мы начинаем вывязывать попу. Для этого нам нужно вот с этих сторон, вот здесь и здесь, на задней части ног, прибавить довольно много, чтобы попка так выпячивалась. Поэтому сначала по другой стороне цепочки, здесь у нас осталось от цепочки 3 стеночки, вяжем 3 столбика без накида и начинаем с первого столбика, где мы крепились к ноге, цепочку крепили, вяжем прибавку, столбик. И так повторяем 3 раза. Прибавку, столбик, прибавку, столбик. Вяжем. Далее провязываем здесь столбики, здесь столбики, здесь столбики. 10, 3 и 10. И здесь в зеркальной симметрии вяжем точно так же 3 раза, только наоборот, в обратном порядке. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. И здесь мы закончим вязание этого ряда. Следующий ряд. Продолжаем вывязывать попу. Здесь мы прибавили, и здесь тоже. А вот здесь вот эти 3 столбика, которые у нас связаны по цепочке, нам не нужны. Здесь нам нужно наоборот сузить, чтобы начать формировать складку сзади. Поэтому мы их просто пропускаем и начинаем вязать ряд с 4-й петельки. Сейчас покажу, как я это делаю. Итак, 1, 2, 3 я пропустила. В 4-ю петлю я ввожу крючок. Не очень удобно. Вот так, таким образом. И затягиваю, стягиваю все эти 3 петли, чтобы они сложились в маленькую складочку. И провязываю здесь, вот сильно натягивая нить, держа натянутой рабочую нить, провязываю столбик. Вот так, чтобы здесь не было дырки, вот чтобы эта складочка внутрь должна вот так вот продвинуться немного. Главное, чтобы не наружу она торчала. Вот как-то так получается. И дальше продолжаем еще увеличивать попу.
Мы связали столбик, теперь мы вяжем прибавку 2 столбика и повторяем 3 раза. Столбик, прибавка, 2 столбика, столбик, прибавка, 2 столбика. Затем вяжем здесь просто столбики без накида, спереди нам пока не надо ничего. 11 столбиков. И 2 последние петельки на ноге мы провязываем убавкой. Вот здесь будет убавка. Дальше 3 столбика без накида по вот этому месту, по животу получается, где у нас цепочка была, вот эти 3 петли. Здесь снова убавка, да, симметрично, как здесь убавка. 11 столбиков. И здесь повторяем этот узор, только в обратном порядке. 2 столбика, прибавка 1, 2 столбика, прибавка 1, 2 столбика, прибавка 1. И мы придем, ну, это уже первая петля, вот последняя петля этого ряда, мы будем вот здесь. Если вы не уверены в том, что вы правильно вяжете, я рекомендую здесь сделать конец ряда, метку. Можно ниточку ставить контрастную, можно конец метки использовать, метку специальную. И вставлять, вот она у вас будет вот здесь сейчас в этой петле. Я не буду этого делать, чтобы не затягивать видео. Я и так уверена, в принципе, что я правильно вяжу. Я вижу, я ориентируюсь просто по вот этим 3 петелькам по цепочке, да, что я именно их тут соединила. И дальше я тоже буду понимать. Дальше у вас конец ряда пойдет примерно посередине спины. Можно ориентироваться по этому. И делать смещение нужно тоже самостоятельно, потому что все зависит от того, какие нитки вы выбрали. По середине спины должно идти, особенно в том месте, где мы будем крепить руки, вы должны выровнять конец ряда, чтобы он был по центру, чтобы руки прикрепились симметрично. Провяжите этот ряд, описание вы сейчас видите. Все, на этом формирование увеличения попы мы закончили, и теперь будем наоборот. По задней части вязать просто столбики без накида, чтобы в высоту попа у нас поднялась уже. А с этой стороны будем формировать животик. Следующим образом провяжите 23 столбика без накида и 4 петли, вот эти последние, до 3 средних, свяжите 2 убавки, убавку и убавку. В эти 3 петли мы наоборот вяжем, увеличиваем. Вяжем прибавку, столбик, прибавку. Здесь у нас надо увеличить живот, он вот так пойдет, вот чуть-чуть на увеличение. Дальше абсолютно симметрично, здесь убавка, убавка, и до конца без последней петли 22 столбика. Последнюю петлю не провязывать. В следующем ряду мы пропускаем вот эту последнюю недовязанную петлю и первую петлю следующего ряда начинаем вязать уже со 2 петли. На задней части по попе нам пора делать убавки, уже пора сужать, так как куколка низенькая. У нас нету места, чтобы большую попу вывязывать высокую, поэтому здесь мы уже сужаем. Здесь мы вяжем 6 убавок через 1 столбик, то есть столбик убавка повторяем 6 раз. Дальше вы видите сейчас схему, я не буду ее проговаривать. Смысл в том, что здесь мы начали вязать убавки в одном месте, потом здесь 2 убавки, и здесь нам надо еще связать убавку, и они как бы получаются вот так по диагонали. Это нужно для того, чтобы получились такие как бы складочки между ножками и животиком. А здесь, где у нас теперь уже 5 петелек, да, вместо 3, мы вяжем еще прибавки, мы увеличиваем еще живот. Сейчас схему вы тоже увидите, рассмотрите и поймете. И, соответственно, здесь аналогично по симметрии мы заканчиваем ряд. И последние 2 петли снова не провязываем. Вот эти 2 петли не провязываем, мы останавливаемся на 3-й петле с конца вот этого ряда. На данном этапе получится вот такое тело. Последние 2 петли, как по описанию вы видели, мы не провязываем. Вот эти 2 петли, а также 2 петли первой и следующего ряда мы тоже не провязываем. Пропускаем вот эти 4 петли, вводим крючок в 5-ю,
И стягиваем хорошенько, оставляя вот эту получившуюся складку внутри. То есть сначала я стягиваю, да, ниточку хорошо тяну, провязываю столбик без накида. И теперь проталкиваю эту вот складку внутрь тела. Обратите внимание, чтобы она у вас была сзади по центру, что все смещение вы сделали правильно, если оно у вас было. Да, вот получается складка попы, мы ее сформировали. И дальше вяжите по описанию. Это уже первая петля этого ряда. Всего здесь сейчас нужно связать 10 столбиков, потом убавка, 14 убавка. И закончить 9 столбиками. И последний опять не провязываем. Вот тот, в котором я сейчас нахожусь, опять его не провязываем. Будем его пропускать. Теперь у нас кукла выглядит вот так примерно. Еще набивочкой, конечно, все поправим. Но уже видно живот, уже видно попу. Следующий ряд. Пропустили последнюю петлю, которую не провязали, и пропустили первую петлю этого ряда. И начинаем вязать с третьей петли. Опять же, следуйте схеме, которую вы видите на экране. Ничего сложного нет. Следите за симметрией, чтобы у вас прибавки и убавки здесь были симметрично. Либо выровнять нужно тогда в каком-то месте конец ряда добавить. Провяжите этот ряд. В итоге у вас получится 36 столбиков без накида. И еще один ряд свяжите, просто 36 столбиков без накида, ничего не меняя. Отдохнем немножко на вязание этого сложного тела. Продолжаем вязать тело. Нам осталось до ввязывания рук 3 ряда. Следующий ряд нам нужно сильно сузить во всех местах уже тела, и живот, и со спины, и по бокам. Мы делаем аж 10 убавок в этом ряду. Схему вы сейчас видите. Из 36 петелек мы получим 26. И после этого ряда провяжите еще 2 ряда по 26 столбиков без накида. И обязательно после этого выровняйте конец ряда. Посмотрите, чтобы у вас по центру заканчивалось вязание. Как минимум одна петля здесь точно идет на смещение дополнительно. Потому что при вязывании рук важно, чтобы руки были строго по бокам и симметричны. Иначе кукла у вас, тело просто поедет в какую-нибудь сторону не ту. И встретимся на ввязывании рук. В первой части видео я уже рассказывала, как набить ноги. Повторюсь сейчас. Значит, носочки вот эти, здесь вот не надо ничего набивать, здесь как бы плоско получается деталь. Дальше я комкаю такой шарик из наполнителя и набиваю им вот эту часть. Потом немножко концентрирую на коленке, здесь поплотнее набиваю и набиваю ножку до сюда. Вот здесь тоже плотно с этой стороны бедра, с наружной стороны. Соответственно, здесь тоже. И примерно я формирую, чтобы наполнитель лег у меня одинаково с двух сторон, то есть чтобы ножки были симметричные. Дальше я немного сзади тоже уже набила, вот в этой части, где у меня идет расширение попы. Примерно вот до сюда я добавила наполнителя. Дальше пока смысла нету, иначе он будет мешать. Сформировать надо попу тоже симметрично, чтобы складка была ровная и по центру, и две половинки были примерно одинаковые. И продолжаю вязать тело. Сейчас будем ввязывать руки. Я выровняла, у меня получилось здесь для смещения, чтобы сзади она проходила по центру примерно. Вот у меня где-то здесь получается центр. Я ввяжу руки, посмотрю, ровно ли они легли симметрично. Если нет, то придется этот ряд распустить просто и добавить еще, например,
петлю смещения, либо наоборот убрать одну, если руки прикрепятся криво. И данный ряд я покажу, как вязать, потому что это сложный этап. По спине разделим куколку как бы на спину, часть, где мы будем прикреплять руки и живот. По спине провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Мне не очень удобно вязать на камеру, потому что у меня очень сильное увеличение и мало места, чтобы попасть в кадр. Так, дальше привязываем руки. Берем руку, у которой у нас палец направлен в эту сторону. Это правая рука. Вот здесь палец, он должен посмотреть вперед и внутрь. Вводим крючок в следующую петлю рядом. И одновременно вводим в ту петлю, которую вы отметили. Но смотрите, если у вас, например, смещение, то просто ориентируйтесь так. Вот рука должна присоединиться вот так, да, она у нас, пальчик смотрит вперед и внутрь. Примерно получается, нужно присоединиться посередине вот этой части внутренней стороны руки. Мы будем провязывать 3 петли. То есть вот так одновременно провяжем тело и руку в 3 петли. Значит, вот это будет средняя из 3. И начинаем тогда вот в эту петлю. В общем, я буду ориентироваться просто на глаз. Вы как хотите, тоже можете ввести в отмеченную петлю, можете, как я. Итак, я ввожу крючок внутри, да, вывожу наружу. Это если я вяжу изнанкой. И если вы вяжете лицевой, то вам нужно будет сначала ввести наоборот в руку, а потом уже в тело. Итак, здесь я, получается, наоборот ввожу снаружи внутрь, да, как бы вот так вот просто прикрепляю руку. И провязываю столбик без накида. Захватываю ниточку, вывожу ее сюда вот внутрь тела, через 2 петли, которые я захватила, и провязываю. И таким же образом я провязываю еще 2 раза. То есть снова ввожу в следующую петлю тела, одновременно ввожу в следующую петлю руки, захватываю нить и провязываю столбик без накида. И 3-й раз, еще раз я делаю точно так же. В следующую петлю тела и в следующую петлю руки. Итого 3 у нас таких столбика будет. Вот так вот. То есть просто мы привязали 3 столбиками руку. Дальше мы вяжем по животу. 10 столбиков без накида будет по животу. И точно так же мы проделываем со второй рукой. Точно так же ее привязываем уже. То есть так вот развернется вязание. Здесь мы тоже вводим изнутри. Да, вот так будет. И уже привязываем вторую руку. Смотрим, чтобы палец смотрел вперед и внутрь. Вот таким же образом. Я тоже буду ориентироваться примерно, без всяких маркеров. Вот так вот я привяжу
вторую руку тоже провяжу 3 столбика, и дальше у меня будет 5 столбиков по спине. И закончить я должна на, опять же, середине спины, где у нас идет маркер. Да, если кто-то маркер ведет, я вот и так вижу, что вот у меня последняя петля. Здесь я должна закончить буду этот ряд. Вот, довязала я этот ряд, и я сейчас буду все это распускать, потому что, видимо, я связала лишнюю петлю смещения. Смотрите, как это проверить. Берем просто за обе ручки и вот так тянем. Смотрите, линия попы у нас, эта рука ближе к попе, эта рука дальше от попы, да, и видно явное искривление, нужно сдвинуть. Лучше сейчас перевязать, чем потом кукла будет кривая. Я распущу этот ряд и распущу одну петлю, последнюю, связанную в прошлом ряду, и провяжу заново все то же самое. Проверьте тоже у себя на этом этапе, очень важно, чтобы все получилось ровно, потом это никак не выровнять уже. Я перевязала ряд, и вот хочу показать, как должно выглядеть, чтобы вы были уверены, что получилось все правильно, прямо, да. Вот так же мы тянем за руки. Если смотреть сверху, то попа должна быть симметрична, либо спереди, вот ноги должны появляться ровно, не криво никак, а ровно. Вот. Сейчас у меня все ровно получилось, и я расскажу, как вязать следующий ряд. Вспоминаем, что в этом ряду здесь у нас по спине было 5 столбиков без накида. Здесь нужно уже делать убавки, да и вообще по всей кукле уже нужно делать убавки, потому что мы подходим к шее, поэтому довольно много убавляем в этом ряду. Провязываю здесь 1 столбик, 2 столбик, здесь делаем убавку и столбик. Потом начинаем вязать уже по петлям руки. То есть мы вот здесь закончили, и следующий столбик мы уже свяжем здесь. 1, 2, убавка из 2 петель, и 1, 2, 3. Закончив на последней петле руки, мы переходим сюда, по животу. Чтобы правильно понять, в какую же петлю живота вязать, просто посмотрите, отсчитайте вот эти 3 петли, да, от крайней. Мы здесь в прошлом ряду 3 петли провязывать. Вот их мы не провязываем. Мы начинаем вязать со следующей петли, со свободной, с 4-й, которая у нас никак не связана здесь тело с рукой. Просто где свободная петля первая. То есть после последней вот этой петли в руке мы сразу вяжем вот в эту петлю. По животу столбик, убавка, 4, убавка, столбик. Помним, что здесь было у нас 10 в прошлом ряду, сейчас получится 8. Дальше точно так же по второй руке нам нужно сделать одну убавку. Провязываем здесь, получится 3 столбика без накида сначала по руке, убавочка будет, и 2 столбика без накида. И точно так же переходим на спину. Здесь 2 варианта, чтобы попасть в нужную петлю. Также можно вот эти 3 отсчитать, да, пропустить, мы их не провязываем в этом ряду, и начать с 4-й петли, либо отсчитать от конца. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в эту петлю обоими способами должна получиться 1 петля при подсчетах. В эту петлю провязываем столбик, убавка и 2 столбика. Итого у нас вот задние 10 петелек и передние 10 петелек, они будут одинакового узора по петле, по убавке, 4 по центру будет, дальше здесь тоже будут убавки, и здесь по свободной петле по столбику. Вот такой будет следующий ряд. Провяжите его самостоятельно. На данном этапе нужно добавить наполнителя. Добавляем немножко в руки, в эту часть до локтя и вот в эту часть, прямо немножко, чтобы чуть-чуть ручки стали припухлыми. Дальше мне нужно выровнять попу сейчас. Я буду прям плотно-плотно добавлять, вот где у нас расширение шло на попе столбики, эти прибавки были. И вот здесь вот тоже прибавки были.
очень плотненько сюда вот эти вот части я сейчас добавлю и выровняю так, чтобы было одинаково ровно. Дальше с этой стороны, вот здесь мы тоже расширяли живот, а здесь получается как бы складочка такая. Поэтому здесь набивать сильно не нужно в этих местах, а вот живот мы набиваем тоже посильнее, вот эту часть, чтобы он немножко выпучился, как у маленьких детей, а животик такой торчит. И далее, пока здесь вверх я не набиваю, я это сделаю чуть позже, иначе наполнитель будет мне мешаться. Следующий ряд, там нет ничего сложного, вы сейчас видите его описание здесь сбоку. Будем еще просто убавлять симметрично до получения в ряду 20 петель. Это будет 14 ряд. 15 ряд тоже продолжаем мы убавлять, еще сделаем 4 убавки и получим в итоге 16 петель в ряду. И 16 ряд будем также убавлять просто до шеи, получим 12 петель в ряду, там будет 2 столбика, убавка, и повторяем это 4 раза по кругу. Провяжите эти 3 ряда, я думаю, тут сложностей никаких не должно возникнуть. Следите за концом ряда, чтобы он у вас был все по центру спины. Нужно ориентироваться на конец вот этой складки, как бы проводить линию вот так вот вверх, чтобы здесь была последняя провязанная петелька. И набейте вот эту часть, когда уже будет 12 столбиков в ряду, и будем укреплять шею. Вот готово мое тело до шеи, провязала эти ряды и набил, видите, наполнитель. Дальше нам нужно укрепить шею, потому что голова у куклы довольно-таки большая, и она просто-напросто будет заваливаться, если мы в шею ничего не вставим. Когда я вязала маленьких куколок 8 сантиметров, у меня в шею я вставляла палочку ватную, я просто вот так вот отрезала палочку, вставляла, но я боюсь, что она для такой куклы довольно мягкая, и голова все равно будет падать. Можно использовать, например, зубочистки. Часть зубочистки, например, вот так вот ломать и вставить. Можно использовать проволоку, но я планирую эту куклу делать для ребенка, для маленького, поэтому проволоку я использовать не хочу. Шея у меня будет состоять из 6 столбиков без накида, поэтому надо еще ориентироваться на толщину шеи, то есть что-то толстое туда не вставить. Например, у меня есть вот такая вот палочка, я ей набиваю. Это комплект из палочек для ногтей, для маникюра. Я ей набиваю, вот, думаю, что она будет уже слишком, наверное, толстая для 6 петелек, хотя сейчас я довяжу шею и попробую. То есть вот такие варианты: это палочка ушная, это палочка вот для ногтей, например, или палочка, на которых шашлыки жарят, да, забыла, как называются эти деревянные палочки, ну или проволока, да, не знаю больше, что еще нужно ставить, в общем, думайте сами. И еще исходя из того, какими нитками вы вяжете. Я довяжу сейчас шею, значит, следующий ряд нужно будет сузить до 6, сейчас у нас 12 в ряду, то есть просто провязываем 6 убавок. И дальше 2 ряда по 6 столбиков без накида, просто по кругу. Это получится шея. И дальше как раз будем вставлять уже что-то укрепляющее шею и вязать такой своеобразный шарнир, на котором будет потом крутиться голова. Я провяжу сейчас шею и вернусь, покажу вам дальше. Итак, как я и предполагала, вот эта палочка у меня в шею не помещается просто. Ниточка довольно толстая, поэтому внутреннее вот это отверстие получилось узкое. Какие тогда у меня варианты? Вариант вставить отрезанную палочку ватную, да, примерно вот так. Ее нужно запихать как можно дальше. Чем дальше вглубь идет эта палочка, тем голова будет держаться лучше. Если ее вставить вот так вот, это не поможет вообще. Вставить надо примерно вот так вот.
Чтобы как бы проковырять для вот этой палочки сначала отверстие, я ножницами это делаю. Просто вставляю и вот там как бы создаю такой коридор для этой палочки. Проковыриваю. Теперь эту палочку можно спокойно вставить в этот коридор, протолкнуть подальше. Вот так получается. Даже хорошо, что вам я так далеко протолкнулась, но здесь у меня осталось мало. Мне надо побольше, чтобы... Здесь тоже должен остаться довольно такой кончик побольше, чтобы голова держалась. Поэтому такой размер палочки я делала для маленькой куклы из тонкой нити. Поэтому я сейчас в этом видео прям экспериментирую. Поэтому я еще отрежу другую палочку теперь. Просто побольше, мне нужно подлиннее. Получается, что я отрежу просто почти вот эту головку латную. Просто так вот отрезаем и пробую, да, вставить ее обратно. Да, вот этот коридорчик. Такими движениями вкручивающимися я туда палочку эту пытаюсь протолкнуть. Ну вот так примерно. Нормально, думаю. Она зашла глубоко, и снаружи кончик у меня тоже торчит. Дальше мне нужно связать, я пока эту палочку достану, чтобы она мне не мешала вязать. То есть я просто примерила, и дальше мне нужно связать этакий шарнир, такой просто маленький шарик или немножко вытянутой формы шарнирчик, в зависимости от того, насколько у вас тут торчит эта палочка. У меня сейчас 6 петелек в ряду. Я сделаю прибавку в каждом ряду, у меня получится 12. Потом столбик прибавку повторю 6 раз, у меня получится 18. Это схема, как обычное вязание просто шариком. Дальше я свяжу несколько рядов по 18. Можно еще увеличить до 24, но в принципе, я думаю, для вот этой толстой ниточки достаточно будет. Несколько рядов по 18, например, 3 ряда. Просто ориентируйтесь на то, насколько у вас торчит вот эта палочка. И начну сужать. Сужу до 12 убавками, да, также потом до 6 и закрою отверстие. Просто ориентируйтесь, сколько вам нужно связать рядов и насколько вы хотите расширить. Будет это шарик или будет это немного вытянутой формы фигура. Так, чтобы у вас закрылся сверху вот этот кончик ватный. Схему я вам сейчас пропишу в видео, но вы можете ее варьировать, вообще не имеет значения, в принципе, насколько тут у вас будет высокий этот шарнир или не очень высокий. Ну, конечно, главное, чтобы он не был больше, чем голова. А голова примерно как тело, такого размера. Поэтому я думаю, сантиметра 1,5-2, если у вас будет торчать, то нормально будет. Вот, свяжите такой шарнир, шарик или не шарик, той фигуры, которая у вас получится. И в принципе тело у нас будет готово. Следующий этап это будет голова. Голову свяжем в третьем и последнем видео. Так что это видео я заканчиваю. И до встречи в последней части.